with me. Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly. И сегодня мы с вами будем мыть мои кисточки, а я вам немного расскажу об этом процессе. Если вы рисуете акварелью или, например, гуашью, то кисти требуют ухода особого. Их нужно мыть, желательно, хотя бы раз в 2-3 месяца, если вы ими рисуете регулярно. Зачем это нужно? Вы же после каждого раза, когда макаете в краску кисточку, все равно омываете ее в чистой воде. Пигменты акварели, впрочем, как и пигменты гуаши, довольно мелкие, и они проникают очень глубоко в ворс кисточки. Поэтому регулярное мытье кисти, оно продлевает их срок службы и, конечно, сохраняет качество ваших работ, потому что никакие крупицы других пигментов не попадут в замесы краски. Интересный факт, который вы наверняка знали, что первые акварельные кисти были сделаны из хвостов белок, и их мягкие, но упругие ворсинки идеально как раз подходили для тонкой работы и создания плавных переходов цвета. Сегодня же у нас есть множество вариантов, что мы можем выбрать в качестве рабочей кисти, в том числе синтетические, которые тоже нужно мыть регулярно и за которыми нужно ухаживать. Я использую нейтральное мыло для аллергичных людей, без отдушек, без каких-то консервантов и всего остального, чтобы не портить ворс. Я стараюсь не делать каких-то очень жестких движений, я легонько вожу по мокрому мылу и таким образом вычищаю весь пигмент, застрявший в кисти. Споласкиваю это все в теплой воде. У меня еще также есть несколько баночек с чистой и холодной водой, чтобы все это хорошенько промыть. Очень важно вымывать кисть до тех пор, пока вода не станет совершенно прозрачной. Это будет гарантией того, что все пигменты и мыло полностью вымылись с кисти, и кисть готова к следующей сессии рисования. Если вы используете синтетические кисти, и у вас кончик больше не держится, не тоненький, и не получается делать тонкие линии, вы можете окунуть в горячую воду ненадолго кисть, и, по идее, он должен восстановиться. Я так несколько раз делала, у меня работало, но будьте аккуратны и осторожны, если все же это натуральный ворс, кисточка может испортиться. Еще один довольно важный совет, которым, к сожалению, я пока пренебрегаю, это используйте специальный кондиционер для кистей или немного детского шампуня, чтобы ворсинки были мягкие. Также очень важно правильно высушить кисти после того, как вы их помыли. Конечно, желательно после каждого применения их сушить правильно. Это в положении ворсом вниз, чтобы вода не затекала в крепление кисти, она не разбалтывалась и не отваливалась. Есть специальные держатели с пружинкой такой, или вы можете просто их оставить сушиться на, допустим, каком-то полотенце ненужном, специально под эти дела выделенном. Я оставлю их сушиться таким образом. В идеале, конечно, чтобы ворс находился ниже, чем рукоять кисти. Даже для кистей с французским креплением это поможет дольше их сохранить и дольше ими пользоваться. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Всем спасибо и пока!